Активизация США на Южном Кавказе в последние месяцы все чаще рассматривается как попытка сформировать в регионе устойчивое экономико-политическое присутствие, выходящее за рамки традиционного дипломатического взаимодействия. Одним из ключевых инструментов такого вовлечения называют проект ТРИП, который, по оценке экспертов, пока обеспечивает Соединенным Штатам преимущественно деловое и инфраструктурное влияние, но при определенных условиях может перерасти в полноценное стратегическое присутствие, которого ранее у Вашингтона в этом регионе не было. Эксперты указывают, что Южный Кавказ является зоной естественной конкуренции глобальных центров силы, и на текущем этапе США сумели занять в этой конкуренции более выгодные позиции. В этом контексте ожидаемый визит вице-президента США Джеймса Венса в Армению рассматривается как важный политический сигнал и этап институционализации американских интересов в регионе. Дополнительный контекст этим процессам придает публичная дискуссия вокруг возможного мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном и его значения для привлечения западных инвестиций. Председатель партии «Республика» Арам Сарксян в одном из интервью охарактеризовал вручение премьер-министру Армении и президенту Азербайджана международной премии «За человеческое братство» как позитивный политико-дипломатический шаг. По его оценке, подобные символические акты формируют дополнительные моральные обязательства сторон и потенциально снижают риск новой эскалации. Сарксян подчеркивает, что для Армении мирный период критически важен с точки зрения восстановления экономики и реформирования системы безопасности, а отказ от участия в подобных международных мероприятиях мог бы нанести ущерб внешнеполитическим позициям страны. В том же интервью Сарксян связывает рост интереса США к региону прежде всего с экономическими расчетами. По его словам, Вашингтон рассматривает Армению как относительно безопасную и предсказуемую площадку для инвестиций и заинтересован в формировании здесь экономически устойчивого государства, менее зависимого от внешних центров влияния. В качестве одного из потенциально ключевых направлений он называет развитие производства полупроводников. Согласно его утверждениям, США изучают возможность создания в Армении производственных мощностей в сфере чипов с целью диверсификации глобальных цепочек поставок и снижения зависимости от Восточной Азии. Такая модель, по оценке Сарксяна, может создать десятки тысяч рабочих мест и встроить Армению в высокотехнологические цепочки поставок, ориентированные на рынки Ближнего Востока. Отдельно он указывает на наличие в стране сырьевой базы, в частности кварцевого песка, который после переработки может использоваться в производстве кремниевых пластин. Помимо высоких технологий, Сарксян обращает внимание на перспективы сотрудничества с США в сфере гражданской атомной энергетики и на подготовку соглашения формата 123, которое может открыть путь к более тесному взаимодействию в этой области. Существенное место в его оценках занимает и вопрос транспортных коммуникаций. Он считает, что передача управления разблокированными железнодорожными маршрутами международному консорциуму с участием западных структур позволила бы минимизировать зависимость от российских силовых и инфраструктурных механизмов. В этом контексте он противопоставляет западные прямые инвестиции в технологии российским кредитным предложениям, которые, по его мнению, несопоставимы по долгосрочному эффекту. Касаясь внутренней политической дискуссии, Сарксян критикует бывших руководителей Армении за осторожное или скептическое отношение к западным инициативам, объясняя это инерционным мышлением, сформированным в 90-е годы, когда Россия рассматривалась как практически безальтернативный партнер. В прогнозной части интервью он выражает уверенность, что подписание мирного договора с Азербайджаном остается вопросом времени и будет напрямую связано с приходом западного капитала. Также допускается возможность открытия армяно-турецкой границы в обозримой перспективе,
в том числе в связи с экономической целесообразностью новых энергетических маршрутов, которые могут пройти через территорию Армении при участии внешних инвесторов, включая страны Персидского залива. Официальная позиция армянской дипломатии в целом подтверждает углубление диалога с Вашингтоном. Заместитель министра иностранных дел Армении Иван Костанян в интервью подтвердил, что визит вице-президента США в Ереван уже согласован по существу, а объявление конкретных дат является техническим вопросом. Он отметил, что в ходе визита ожидаются заявления, расширяющие рамки двустороннего сотрудничества. По его словам, Армения и США последовательно работают над развитием взаимодействия в сфере мирной ядерной энергетики, включая подготовку основы для возможной установки малого модульного реактора. Параллельно обсуждаются вопросы критически важных минералов, безопасности и высоких технологий, а также получения экспертной и аналитической поддержки для оценки ресурсного потенциала страны. Костанян также указал на прогресс в получении экспортных лицензий США на высокопроизводительное оборудование, что рассматривается как ключевой элемент для реализации проектов в сфере дата-центров и искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что после начала конфликта в Украине армянский бизнес столкнулся с ограничениями на ввоз оборудования двойного назначения, однако значительная часть этих проблем была урегулирована в рабочем порядке. По его оценке, включение Армении в число первых стран, с которыми США начали переговоры по новым двусторонним соглашениям, свидетельствует о высоком уровне доверия. В отношении программы ТРИП он отметил, что рамочный документ завершен, а текущий этап связан с углублением и конкретизацией механизмов сотрудничества. Отдельно Костанян подчеркнул, что вопрос возвращения армянских граждан, остающихся в Азербайджане, остается одним из приоритетов внешней политики и находится в постоянной проработке как по международным, так и по прямым каналам. На фоне армяно-американского сближения активизируется и сотрудничество Армении с другими западными партнерами. В частности, обсуждается взаимодействие с Израилем в сфере образования и искусственного интеллекта. В рамках профильных контактов внимание уделяется обновлению учебных программ, развитию STEM-образования, повышению цифровой грамотности и подготовке педагогических кадров с учетом вызовов эпохи искусственного интеллекта. Одновременно эти процессы вызывают заметное напряжение в армяно-российских отношениях. Посол России в Армении Сергей Копыркин заявлял о готовности Москвы обсуждать возможное участие в проекте ТРИП и подчеркивал роль России в железнодорожной сфере Армении на основе действующей концессии. В то же время в армянском политическом поле указывают, что реальное тесное взаимодействие должно выражаться не в декларациях, а в выполнении конкретных инфраструктурных обязательств. Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян называл возможное участие России в ТРИП абсурдным, что отражает глубину разногласий по вопросу формата и пределов российского присутствия. Региональный контекст дополняется заявлениями грузинского руководства о растущем значении среднего коридора как альтернативного маршрута между Азией и Европой. В Тбилиси подчеркивают, что диверсификация логистических путей и устойчивость торговли становится важнее блоковой логики, а Южный Кавказ все более воспринимается как транзитный узел глобального значения. В совокупности эти процессы указывают на постепенную трансформацию геополитического баланса в регионе, где экономические проекты, инфраструктура и технологии становятся не менее важными инструментами влияния, чем традиционные военно-политические механизмы. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости мира и Южного Кавказа.